Как правильно говорить? Включишь или включишь? Звонишь или звонишь? Вы меня прям передергивает. По новым нормам русского языка правильно так, как лично вам больше нравится. Классическая филология сдалась под напором уличной лексики. Язык – не застывшие догмы, считают ученые. Поэтому если одна половина населения произносит договор, а вторая – договор, значит, можно договориться и оба варианта внести в словари. Правда, многие с таким математическим подходом к гуманитарным проблемам не согласны. Должны ли мы бороться за чистоту и правильность языка? Или это он обязан меняться вместе с разговорной речью? Мы рискуем утратить родной язык? Или наоборот, обогатим за счет новых слов и вариантов ударений? Володя, ты задал вопрос. Мы рискуем утратить язык. Кто-то умный, где-то я слышала, что если вы хотите разрушить страну, то прежде всего надо разрушить язык этой страны, а потом уже очень легко. Кстати, вот сейчас вы говорите, включишь, звонит. Я, к стыду своему, не видела еще словарь современный, вот теперешний. Но у меня много словарей для работников радио и телевидения, которыми мы всю жизнь пользовались. Но совсем недавно я за городом готовлю обед, радио включено, или как теперь лучше говорить? Уже не знаю. Да. Анна Николаевна, для меня ваша речь всегда была эталонной, поэтому давайте лучше я послушаю. Владимир, и идет разговор как раз о современном словаре. И фамилии не запомнила, теперь и в конце даже не говорят, кто был в студии, с кем беседовали. Мне это было интересно. Очевидно, профессор, создатель языка. Разговаривают о словаре, я режу, чищу, слушаю. И вдруг звонок. Ему говорят, а вот нам звонят преподаватели из Екатеринбурга, они хотят вас поблагодарить. И женщина говорит, да, мы преподаватели, от имени всех преподавателей Екатеринбургского университета хотим вас поблагодарить, создатели нового языка. Вы знаете, наши студенты всегда говорят, звонишь, вот именно так, ты мне позвонишь, то-то. Мы с ними боремся, все бесполезно. Как хорошо, что вы утвердили теперь эту форму. Ты мне позвонишь, звонит. Вот то, о чем По-моему, вы проверочное сказали. слово «вонь». Да. Вот. И я считаю по одному, Володя, этому фрагменту, что современный, я еще познакомлюсь с этим словарем, это словарь не русского, а антирусского языка. Уже Красиво. по одному слову ясно. Мы слишком категоричны, как это часто бывает с неученой аудиторией. Ну, конечно, вообще, конечно, вы слишком категоричны. Я не знаю, о каком словаре идет речь. Я не знаю, я не видел такого словаря. Последний. Я не знаю, что такое последний словарь. Последний словарь появляется прямо перед концом света. Пока такого нет. Как раз к 21 числу. Это, может быть, кто-то другой верит в 21 число. Я не знаю, о каком словаре вы говорите. Изданный в этом году. Ну, в этом году издано 100 разных словарей. Они разные, разного качества. Я не могу сказать, что там в разных словарях творится. В нормальном словаре, скажем, в тех словарях, которые издаем мы в Институте русского языка Академии наук, звонишь, будет зафиксирован такой вариант, и там будет в скобках поставлен восклицательный знак «неправ», то есть неправильно, скобку закрыть. Это... Недолго жить Академии наук с такими ретроградными взглядами. Академия наук живет с ретроградными взглядами с тех пор, как она образовалась трудами Екатерины Великой. Я имею в виду Российскую академию. Наша гуманитарная часть продолжает именно ее. Вообще говоря, мы знаем, что язык движется и нормы меняются. А кто его движет? Говорящие, наверное. Совершенно верно. Но говорящие есть разные. Конечно, есть говорящие, которые имели счастье в детстве читать, а есть говорящие, которые имели Совершенно счастье в детстве читать на Когда заборе. мы говорим о норме, мы ориентируемся на речь приблизительно 1,5–2% населения, которые отличаются своей образованностью. Их речь тоже меняется. Не нужно думать, что образованные люди говорят точно так же, как говорили 100 лет назад. Их речь тоже меняется. За этой речью наблюдают специалисты. И соответственно, нормы
Ну, мы сейчас говорим о старшей норме, о той норме, которая была представлена в начале 20 века, которая сохранилась, скажем, в театральном произношении, сохранялась в театральном произношении малого театра, и о младшей норме, которая тоже, конечно, не то, как сейчас говорят на улице, стоя в очереди за пивом. Так Валтуфьева или Валтуфьеве? Когда в очереди за пивом. Вот ни за что. Как говорят, Для нас, для москвичей, Да. было, есть и будет Валтуфьево. Ну, пожалуйста, вы что-то тут такое у вас было тут такое что-то неприятное написано, что каждый может говорить, как ему хочется. Ну, вообще говоря, нужно стараться говорить. Нужно стараться. Зачем нужно, я могу потом прокомментировать. Говорить правильно. Но вообще говоря, мы люди свободные. Хочешь говорить неправильно? Мы очень свободные. Мы уже стали свободны настолько, что у нас и кофе стало среднего рода. Да. И появились договоры, а не договора. Да, правильно. Ну, вот вам почему-то не нравится в Алтуфьеве. Наверное, потому что я правильно. москвич. Москвичи 100 лет назад не могли сказать, я тоже москвич, не могли сказать Валтуфьево. В связи Да, с отсутствием... не могли. Нет, просто не было Алтуфьево. Алтуфьево было. Как это не было? Но в Алтуфьево никому не приходило в голову Да ездить. было, конечно, была деревня Алтуфьево, и когда Правильно, вот говорили, я в живу деревню Алтуфьево и ездили. Да, я Прошу прошу вас. прощения. Дело в том, что я как раз окончила Уральский государственный университет, тот самый, откуда вам звонили. Да. И могу засвидетельствовать, со студентами Уральского университета бороться бесполезно. И когда... Исторический оптимизм. Да, и я помню, когда я училась в университете, речь... Я была погружена в поток очень живой, очень животворной, постоянно меняющейся, активной речи. И фраза «каждый может говорить, как он хочет» мне, например, очень нравится. Потому что... Нравится фраза? Да. Потому что язык можно загубить разными способами. Можно превратить его вот в такую грязную тряпку, а можно его так заорганизовать, что он просто перестанет играть своими красками. И кроме того, я прошу прощения, что перевожу сразу вот такой высокий регистр, вопрос о контроле над языком – это вопрос свободы слова. Но это вы слишком перебираете. Нет, правильно, правильно. Это Совершенно интересно. правильно. Это не Тогда я слишком. знаю одну Да. страну, где нет свободы слова. Израиль называется. И знаю еще одну страну, где нет свободы слова, называется Франция. Ибо в этих двух странах жесточайший контроль над языком, вплоть до замены иностранных слов на более чем странно звучащие. Владимир, но все-таки Да, это прошу. исключение. Вам нравится? Израиль и Франция неплохие исключения. Неплохие. Владимир, вот я хочу задать вопрос. Глупые, понимаете? Все равно ничего. Французы, конечно, чистят свой язык, и ничего не получается. У французов не получается. И у других не получится, потому что это не... Володь, потому что это Андропов. Этим не надо заниматься. Это Андропов, Это да, Андропов. прошу. Надо Володя, заниматься Володя. совершенно другим. Надо заниматься образованием людей, в частности, обучать их языку. Вот это А надо зачем? делать. Так вот, Зачем У нас, заниматься? У нас есть масса вот разных Прошу, таких прошу. людей, которые говорят: ох, русский язык гибнет сейчас, и вместе сейчас, ну как это, предателя погибла Россия. Помните, как у Блока? Вы очень хорошо сказали, но он один будет Вместо говорить. того, чтобы и хотят, вот давайте какие-нибудь там словари переделать. Это не там начинается. Начинается это с того, что правильно У нас, учат языку. вы не волнуйтесь, у нас в стране так принято. У нас, как правило, когда человека спрашивают, говорит, не я виноват, родилось. Простите, Я пожалуйста. вообще... А можно мне Вы вступить, да? хорошую сказали фразу, что надо образовывать народ. Но Да. сейчас наш народ с языком, вот с этим, со всей речью, как вы говорите, радио, телевидение, уже на уровне не плинтуса, а бритого ежа. Еще есть такое выражение. Вы знаете, я вам сейчас скажу самые популярные, самые часто употребляемые слова сейчас в нашем русском языке, которые по телевидению, по радио звучат. Секс. О, боже, Шок. какой ужас, а? Да. Сейчас. Хорошее слово. Есть еще слово коррупция, Типа депутаты того. и министры Нет, воруют. ну, Да. Нет, подождите.
Вы как предпочитаете говорить про совокупление дайте мужчины мне и женщины? высказать. Но главное, до чего дошли. Все знают, что такое секс. Но даже на телевидении вышла девушка в программе, и ведущая говорит: ой, какое на вас сексуальное платье, ой, фрукты принесли, какие сексуальные фрукты, ой, форма шкафа какая сексуальная. Да, это я боюсь что ж здесь страшное, ужасно? но не об этом Вы речь. знаете, Это не про это. Простите. Это про падение нравов. что у нас не Извините, пожалуйста. викторианская страна. Это Да, икра. о падении Коллеги, нравов со времен коллеги, Сенеки говорить бессмысленно. Я боюсь, Да, что прошу. мы сейчас перейдем на приятные темы про секс. Это Как всегда и вы, интереснее, Хотя чем мы с просто вами про помним, язык. что в России секса нет. Да, в Советском Союзе не было, сейчас есть, пока не запретили. Вы знаете, коллеги, вообще, на самом деле, очень интересная тема, но меня всегда в таких случаях берут сомнения. Обратите внимание, разговоры о русском языке и о порче языка возникают ровно в те моменты, когда в Отечестве неспокойно. Это всегда напоминает, знаете, когда нужно готовиться к неприятному экзамену, мы начинаем убираться, да, вот лишь бы уйти от каких-то очень важных проблем. Мне кажется, вот это крик о том, что, значит, мы сейчас все погибнем, если вдруг в русский язык войдут какие-то новые слова, которые не были разрешены или не существовали до определенного периода, все гибнет. В каком-то смысле, я думаю, подсознательное смещение, замещение это неприятных тем. Может быть, это Знаете, фиксация страшного падения гуманитарного образования в России. Вот, я хотела, фиксация да. уничтожения школьного образования. Совершенно фиксация, верно. что на радио и на телевидении перестал существовать нормы как произношения, так и чистой Значит, русской давайте речи. мы выберем вот следующее. Во-первых, действительно, здесь две разные проблемы. Проблема регламентации языка в момент лингвистических революций. И мы попали в последние 20 лет ровно в эту объективную реальность. Знаете, все учат в школе, пока еще раньше учили, про борьбу там карамзинистов и шишковистов, архистов, инноваторов, да, пушкинская эпоха. В общем, мы живем в смысле языка. Сейчас вы потеряли ровно Пушкинскую. половину аудитории, родившейся после 86 года. Ну, вторая осталась, спасибо, да? Я имею в виду, что, значит, да, разговоры в начале 19 века, да, после революции 17 года, когда происходят такие тектонические смещения, когда язык вынужден искать средства объяснения новой реальности, и он начинает его заимствовать отовсюду. Вы абсолютно правы. Вот, и в Действительно, этой ситуации- звонишь, соответствует новой реальности. Подождите. Вонь, вонь и вонь. Значит, во-первых, есть... Не только. Володя, значит, Но вы правы по мы сути, конечно. передергиваем Вы правы по сразу. сути, Понимаете, есть разные нормы. В конце концов, мы знаем, в английском языке в 16 веке произошло великое смещение гласных. Да? Стали произносить вообще все по-другому. Кто виноват? Кто его портил? Сами лингвисты вам скажут, что есть объективное развитие языка, которое ничем не объясняется, даже рациональными причинами. Есть вот такой род сдвигов невероятных в начале, да, вот, после 91 года, когда страна открылась к новому опыту, разному опыту, да, язык вынужден был компенсировать отсутствие большое количество понятий, слов и реалий. В этом смысле мы продолжаем находиться в этом веке. Проблема объективная. Как это фиксировать? Согласен, я просто задумался. Вот вы говорили о трагической судьбе английского языка. И Это не трагическое, это нормально. Это революция, которая произошла. Что это во многом было связано с тем, что английский язык современный как раз в это время и закладывался. Конечно. Потому что тогда как раз происходило смешение нормандской базы, саксонских корней. Это было намного И вот- раньше. Нет, Нормандская нет, база была в отнюдь. 12 Нормандская веке. база идет с 12 века. Нет, Но нет, к 16 веку как раз происходило то самое смешение, Знаете, выработка мы не будем, литературной мы не формы, будем, мы не будем. которая привела к Володя, мы смешению. не будем сейчас заходить Но на это было усилие литературных кругов и театра. Подождите, второй момент. Это объективный момент. И этот процесс идет, и поэтому я прекрасно понимаю проблему людей, которые вынуждены, так сказать, да, давать рекомендации, потому что в такой ситуации очень трудно уловить норму. А второе, то, о чем мы начали говорить, это действительно, посмотрите, у нас снижается объем гуманитарных предметов в школе, те ответственны за грамотность, и замещается бог знает какими дисциплинами. Физкультура. Ну, НВП и всякими другими так идеологическими, да. образно. Зачем тогда говорить о Религиозные, чем-нибудь? да, религиозные. Там хотя бы Вы читать знаете, что-то должны. я хочу провести еще один эксперимент с рейтингом вашей программы, объяснить, Да, почему произошло в 16 веке в Англии изменение языка. Да. Можно? Мне кажется, это связано с книгопечатанием. И сейчас есть революция интернета. Каждый раз, когда есть технологическая революция в медиа, язык как бы преломляется по-новому. Но, как правило, не устный. Имеется в виду книгопечатание. Я хочу еще несколько примеров дать. Простите Во за Франции, цинизм. ничего страшного. Во Франции когда-то, помните, были энциклопедисты. Они вообще рассчитывали, они работали в начале научно-технической революции. Они рассчитывали издать энциклопедию с 4 томов.
на нее собирали подписку. По-моему, они издали около 30. То есть и у нас тоже сейчас такой момент, потому что появляется очень много новых слов, объективно. И это одна часть истории. Но разве появление новых слов должны приводить к изменению в ударениях? Конечно, конечно. Это, во-первых, конечно. Позвольте, я закончу. И вторая часть истории стоит в том, что, понимаете, в чем дело? Вот эта мечта о том, что язык единый, неделимый на всю страну, она, в принципе, сама по себе совсем утопична. Она недавняя. Важно понимать, что она появилась только после того, как Библия была переведена на светские языки. И только после этого зародился литературный нормативный язык по Библии, на который язык она была переведена. И я хочу сказать одну вещь. Мы с вами знаем, история итальянского языка совсем иная. Библия там была совсем ни при чем. Это история про Англию. Володя, позволь от истории отойти к современному вот языку, который я слушаю с экрана. И мне бы еще хотелось слышать Андрея Дмитриевича. Просто я одну хочу историю хочу сказать. Понимаете, вот с Екатеринбургом, например. Нужно понимать, что есть и выговор, и диалект. Конечно. Нужно понимать, что в нашей стране есть очень много разных регионов, в которых русский язык всегда будет неизбежно разный. Тогда звонишь, это диалект. Понимаете, мы не должны устраивать антропщину. И вообще, мне кажется, смешно. У нас было две части программы, я смотрел здесь очень внимательно. Значит, в одной там в тюрьмах всех режут, убивают, пытают. В другой там, значит, просто там на улицах убивают. И после этого на третьей части программы... А вы еще и язык убиваете. Можем с языком разобраться. Да? Вот именно в языке мы наведем порядок. Пример привести. Вы можете, как Франция, Англия, я всю жизнь. Русский язык, экран, словарь. Я не могу слушать, когда ведущие с телевидения, и вот она каждый день в эфире, фамилию не назову, она ведет программу, вызывает мужчину и говорит: ой, как вы хорошо сложен, как Аполлон Бельведерский. Она знает, дрова сложены, а Аполлон Бельведерский сложен. Дальше, опять пример телевидения. Ученый, он ученый и артист. Он разговаривает то-то-то. Вот есть хорошее русское слово «есть». Почему-то все кушать. Я кушаю, я кушаю. И этот ведущий подходит к слону, дает ему яблоко и говорит: кушай. Кушай. Не могу я с этим согласиться совершенно. Ну как это можно? Слово «есть». Слону тоже трудно. Далее. Постоянно говорят в эфире, мы уж не в очереди, о которой вы говорите, красивее. Она ведущая. Она выходит каждый день в эфир. Она говорит красивее. И давайте уволим. И все. И не решим эту проблему. Нет, может главное, быть, научим. Володя, нет редакторов, что ли, кто бы поправил. Андрей Дмитриевич, прошу вас. Я не буду углубляться в историю французского или иврита или английского языка. Я хочу говорить только о русском, нашем великом языке. И вот Анне Николаевне Шатиловой ей было проще, потому что выходил словарь ударений, который был настольной книгой для работников радио и телевидения. Это все хорошо. Вот. Но я думаю, что мы напрасно боимся. Русский язык настолько могуч, настолько велик, у него такая есть история, что он справится со всеми недугами. Потому что если мы не уйдем от литературы, высокой, классической литературы, если мы не будем сокращать уроки литературы в школах, то мы с вами все равно этот язык наш великий останем великим языком. Я вам больше того скажу. Не только в эпоху, во времена каких-то переломов стали обращаться к языку. 1873 год. Грот, лингвист, попытался систематизировать правила орфографии. В 1904 году была впервые создана вот эта вот самая комиссия по языку, орфографическая комиссия по языку, в которой вошли великие наши лингвисты Шахматов, Фортунатов. Мало того, вошел Иннокентий Анинский, поэт, и вошел великий князь Константин Романов, который писал неплохие стихи. Понимаете? И они до 12 года разрабатывали эту систему орфографии, как правильно говорить, как правильно писать, как только правильно ставить ударение. Правильно писать. Да, как правильно писать. Там ничего не там было. Фонетика тоже присутствовала. Но и только после того, как пришли наши большевики, они этот проект забрали, они, как говорится, испортили наш язык. Но что самое главное, на мой взгляд? Я не понял, что вы сказали, и зритель не понял. Большевики воспользовались тем проектом, который разработала орфографическая комиссия. Да. До этого
как всякая страшная реформа орфографии, это вызывало протест у издателей и населения. Это вызывало протест. Вместе с большевистской революцией, там уж, конечно, когда все летит в тартарары, конечно, и старая орфография полетела туда же. Да, вот все и полетело. все в периоды катаклизмов такое происходит. Простите меня, многое из того, что сделали комиссии шахматов и фортунатов, многое из того, что сделали, да, вошло в эту самую реформу, которая была в 2018 году. Но, понимаете, мы что-то потеряли в языке. Если вы посмотрите старый наш язык российский... Простите, мы сейчас говорим о литературном языке Пушкина и Достоевского или о литературном новоязе советском? Вот вообще-то мы говорим на новоязе, который возник после 2017 года. Это была действительно революция колоссальная в языке со всеми вытекающими последствиями. Но за 70 с лишним лет он обкатался, и прежде всего в литературе во многом, и стал тем самым литературным языком, который мы теперь преподносим как нечто вечное и неизменное. Вы мне дайте договорить. Дайте договорить. Я начал издалека, но я хочу подойти к тому моменту, который мы сейчас обсуждаем. Русский язык, его хранителем главным является литература. Литература классическая, литература современная, понимаете? И когда я смотрю список, который подготовили для школьников, список 100 книг, в которых нет замечательных произведений современных писателей, я удивляюсь, как же так мы будем работать с языком, если мы исключили оттуда наших современников, вот таких писателей, понимаете? Второй момент. Сейчас на язык очень действует, так сказать, вот то, о чем говорил Иван, действует интернет. Это естественно. И, конечно, какие-то новшества должны быть. И не будем с такими старообрядцами. Давайте язык, он организм живой, он все время преобразуется, он что-то берет в себя новое, это естественно все. Но вот чего я боюсь? Чего я боюсь? Я боюсь сленга, и я боюсь мата. Я боюсь неформальной лексики. Я боюсь всех тех паразитов, которые портят настоящий российский, русский, наш великий язык. Вот я написал... Я по этому поводу... А разве мат – это не часть русского языка? Это часть языка, но, простите меня, самая дурная. Я не хочу в этой части себя чувствовать свободно. Я написал стихи, полагаю, что мне уже больше слова не дадут, поэтому я уже... Да мы вообще в какое-то время должны закончить передачу. Поэтому я завершу. Русский язык исковерган да нельзя. И неформальная лексика в нем, как по хрустальному полю железом, как по вишневому цвету огнем. Дай ему Бог одолеть эту скверну. Впрочем, я знаю наверняка, каждое слово останется верным музыке русского языка. Он отряхнет с себя нечисти сленга и восстановит свой стиль и права. Русский язык никогда не жил слепо, словно детей, охраняя слова. Владимир, да, позвольте. Очень симпатичные стихи, но сленг никогда языка не портит, он существует отдельно. Люди говорят на сленге до 27 лет, потом перестают и переходят на нормальный язык. Вот. Что касается нецензурной лексики, она как была с незапамятных времен, так и осталась. Речь может идти только о том, что ее не нужно употреблять она была, публично. Но ее стеснялись. Так, я прошу прощения, мне давно не давали слова. Дайте мне сказать. Я, собственно, практик. И я купаюсь в этой революции языка. Мне очень нравится. И тот выразительнейший сленг, который сейчас появляется в самых разных профессиональных слоях, группах по интересам, в интернете, наконец. Но смотрите, какое замечательное слово «читбургер». Что это означает? Все услышали. Это книга, которая естся как чизбургер. Да? Вот это вот та самая трэш-литература. Что касается мата, меня мама научила. Я не позволяю при себе материться мужчинам. Вот такой вот я старорежимный человек. Да, как-то непоследовательно. Да, будем бороться с этим. Если у меня герой говорит матом, значит в моем романе будет мат. Вы знаете, я просто хотел сказать по поводу языка. Очень важно все-таки понимать, что такое язык. Язык — это и есть наше коллективное сознание. Конечно. Все, что мы только можем подумать и выразить, это язык.
Поэтому это даже не зеркало, а это как бы все полотно со всеми красками, которые только могут быть. Как можно к этому иметь какие-то проблемы, купаясь в этом, я просто не понимаю. Это первое. А второе, вы знаете... Очень легко. Ну, когда принимаешь ванну, полезно все-таки, чтобы вода была чистая и добавлен шампунь. Иначе будешь купаться в нечистотах и удивляться дурному самочувствию. Ну, это одна история. Вы можете сходить в баню, там тоже будет эффект. И речь не об этом. Речь о том, что, понимаете, в чем дело? Еще есть у языка оттенок классовый. То есть классы в обществе, неравенство в обществе простраивается через язык. Чем лучше ты говоришь на языке, тем ближе ты к литературной норме, тем выше твое социальное положение в обществе. Поэтому не нужно бояться за язык, и нужно понимать, что значит защита вот этих правил. Заметьте, даже формулировка «бояться за язык» — это тюремная формулировка. Но меня который стал фактически литературной нормой. Как ни грустно это, меня-то волнует язык не в очереди какой-то, а язык, звучащий по радио, я согласен. по телевизору. Вы помните нам Бернарда волноваться Шоу? не надо. Вы помните Пигмалион? Иван, наша интеллигенция так любит свою страну, Россию. Она скоро узаконит мат, узаконит проституцию, все это узаконит, и без вкуса расе мы жить... И уедет жить в Лондон. Мы жить не сможем. Так что не слушайте, мы нашли наконец главного врага хорошего русского языка, интеллигенцию, которая виновата во всем. От развязывания войн до крушения языка и страны. Я бы все-таки не стала... Вы знаете, я все-таки хотела продолжить тему, которую Ольга подняла. Значит, во-первых, мы-то ведь сейчас подойдем к главной проблеме. Мы все можем беспокоиться о русском языке. Мы можем возмущаться, критиковать, это нормально. Меня беспокоит, что эти разговоры часто заканчиваются восстановлением цензурных комитетов. Нет, ну это глупость, конечно. Нет, не совсем не глупость. Нет, подождите, не совсем глупость. Имеется в виду глупость восстановления цензуры. Именно, да? Потому что регулировать язык нужно, но это очень тонкая материя. Нормами. Мы знаем и не будем... Не законами, а нормами. Те, кто имели, я скажу за себя, несчастье жить в советское время и там работать, хорошо знают и связаны с гуманитарной средой, что это мелочное контролирование большого количества людей с очень сомнительным образованием, а чистоту языка приводило просто к оглуплению и, кстати, вышелушиванию хорошего литературного языка. Если мы вспомним, с какими трудностями сталкивались лучшие наши писатели, которым просто не давали возможность печататься по разным причинам, мы знаем это. Я хотела бы сказать следующее. У нас есть здесь вот прекрасный писатель Ольга Славникова. Вот литературный язык всегда обкатывается именно в литературе и в журналистике. Абсолютно верно. А не дядями в министерствах, вот которые нам делают указания, как говорить. Мы нужно завершать. Ирина Дмитриевна, но разве это дело, что так оголтело, цинично, бессовестно уничтожили все хорошее, я имею в виду образование, воспитание, медицина, что было в стране, которая называлась Советский Союз, разрушили до основания, и теперь мы живем в стране с другим названием Россия и имеем то, что имеем. Да, еще одно слово. Простите, я не знаю, что вы мы мне разрешали. Мы уже переходим несколько в другую тему. Мне просто хотелось бы подвести, я не уверен, что вы все с этим согласитесь. Для меня нет никакой проблемы, а есть, конечно, большая радость, когда я читаю замечательных наших соотечественников-писателей и вижу попытку переосмыслить язык и найти новые формы. Что у Дины Рубиной, что у Юза Олешковского, который позволял себе более чем ненормативную лексику, но делал это талантливо и делает литературно умело. Что Пелевин, что Дима Быков. Есть соотечественники, которых приятно читать, но меня пугает, когда мы превращаем в норму язык необразованного хама. Мне просто хочется, чтобы продолжилась та тенденция, о которой говорили вы, что язык, конечно, является живой материей, но закрепляется как норма усилия интеллигенции, той самой несчастной, которая развивает и продвигает язык, обогащая его. Сразу после колонии с этим разберемся, хорошо? Разберемся. Вы знаете, мы не разберемся с этим никогда после колонии, потому что то, о чем говорили, в частности, на филфаке МГУ, о том, что мы наблюдаем сейчас гуманитарную трагедию. Гибель гуманитарного образования. Мы всегда забываем, откуда вот у нас конечно, криминальная... принципиально важная вещь. Совершенно это падение, прежде всего, даже не университетское. Послушайте, мы пожинаем плоды той самой замечательной советской власти. Когда полстраны прошла через лагеря, криминализация сознания языка возникала уже давно. Просто она вырвалась на поверхность в наши дни с большей, понимаю вас. Да, с большей возможностью высказывания. Я понимаю вашу точку зрения. Можно обо всем обвинить советскую власть. А я говорю
говорю просто о реальности, я понимаю, но да? точно так же хотелось бы отметить, что последние 20 лет тоже не сильно помогли системе школьного образования и уж совсем не помогли системе университетского образования. Я благодарю зрителей, участников программы. О самых важных и интересных событиях следующей недели будем говорить через 7 дней в программе «Воскресный вечер», который, правда, иногда уже напоминает понедельничное утро. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев.